Добрый день, дорогие пчеловоды, мои подписчики и гости моего канала. Это с вами снова пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 19 мая. Каждый пчеловод хочет, чтобы у него на пасеке были запасные матки. Это совсем просто. Всего лишь 5 шагов. Первое, что нужно сделать, это подобрать и выбрать семью-воспитательницу. Второй шаг. Нужно подготовить семью-воспитательницу. Третий шаг. Нужно подготовить прививочную рамку, чтобы разместить ее в семью-воспитательницу. Четвертый шаг. Нужно в семье воспитательницы на 10-й день каждый маточник на прививочной рамке заключить в клеточку. И пятый этап. Нужно на следующий день уже в клеточке маточка свободно ходит, она вышла из маточника, и пчеловоду можно уже ее использовать по своему назначению, как необлетную маточку. Если вы хотите, чтобы матка была облетная, нужно матку уже размещать в нуклеус, чтобы она облетелась. Сейчас я вам расскажу уже более подробно, как на каждом этапе подготовить семью, что нужно делать. Первый шаг. Нужно выбрать семью-воспитательницу. Какие требования к семье-воспитательнице? Она должна быть хорошей семьей, продуктивной по всем показателям. Это и по меду, она должна быть спокойной. Но эта семья должна быть немножко склонна к роению. Если вы возьмете семью не склонной к роению, то пчелы плохо будут принимать личинки на воспитание. И у вас будет мало маток на прививочной рамке. Значит, это условие нужно соблюдать. Найти такую семью, чтобы она была склонна к роению. Второй этап. Нужно подготовить эту семью-воспитательницу. Что нужно сделать? Нужно эту семью сократить. И матку нужно удалить. Ну, есть способы вывода маток с удалением матки из семьи. И есть способ с присутствием матки. Мы будем использовать способ с удалением, потому что мы делаем отводки на каждой семье. Вот в данном случае у меня. Так мы используем эту возможность и удаляем матку из семьи, где будет воспитательница семья. В отводок мы делаем отводок, а от этой семьи делаем отводки. И туда размещаем матку в отводок. Сокращаем семью, рамки, которые с открытым расплодом, нужно перенести в другие семьи. То есть удалить из этой семьи воспитательницы рамки с открытым расплодом, чтобы оставались рамки с закрытым расплодом. И нужно оставить место для прививочной рамки. Вот такая подготовительная работа. Сокращаем, удаляем рамки с открытым расплодом и оставляем место, где будем размещать, вставлять рамку прививочную. Когда семью мы подготовили, мы оставляем ее в покое примерно на 5 часов. И переходим на третий шаг, подготавливаем прививочную рамку. За это время, за 5 часов, можно подготовить прививочную рамку. То есть сама прививочная рамка у вас должна быть уже подготовлена. Только вам нужно будет привить личинки в мисочке. Личинки вы берете от лучшей семьи на своей пасеке. Берете личинки примерно суточной возраста. Как я делаю прививку личинок в мисочке, вы можете посмотреть в моем описании к видео. Я там дам ссылку на мои видео, где я работаю. Также там будет ссылка, как я делаю отводки на матку, с маткой от семьи. Ну, четвертый шаг. Спустя 10 дней нужно заключить маточники в клетки. И потом, уже на следующий день, это 5-й шаг, можно использовать эти уже вышедшие маток по своему назначению. То есть, если они вам нужны как
не облетные, вы их используете. Если нужны вам матки облетные, значит вы их уже размещаете в нуклеусы, чтобы они в последующем облетелись и были уже как матки облетные и могли уже работать в семьях и сеять. Сегодня у нас такая практическая работа. Я вам покажу, как мы заключаем маточники в клетки. У нас спустя 10 уже дней мы уже будем заключать в клетки маточники. Вот эту работу мы вам сегодня покажем, как мы это делаем. Значит, что мы делаем? Мы поворачиваем брусочек, где у нас маточники. Подержи, я покажу. Маточники. Ну вот брусочек с маточниками. И я буду надевать клеточки. И у нас, значит, принято, ну почти все приняты. И маточники, как видите, вот неплохие. Все, маточники заключены в клетки, и мы потихоньку отпускаем. Все, закрываем улочки, утепляем. Надо добавить, что в семье воспитательницы, когда мы готовим ее, кроме того, что мы убираем рамки с открытым расплодом, надо семью воспитательницу обязательно обеспечить углеводными и белковым кормом. Это обязательное условие. Если у нас стоит хорошая погода, идет взяток, ну на этот период, когда стоит прививочная рамка, то кормушку сиропом ставить не обязательно. Но если вдруг совпало так, что стоит прививочная рамка, погоды нет взяточного периода, то лучше будет, конечно, и нужно поставить кормушку и небольшими порциями давать сироп в этой семье, в семье воспитательницы. Тогда будет создаваться такой как бы взяточный период в этот момент, и пчелы охотнее будут кормить маточники, личинки будут кормить, и прием этих личинок будет высокий. На том этапе, когда мы заключаем маточники в клеточке, нужно в этот день обязательно выразить все маточники на рамках. Они могут быть, несмотря на то, что стоит прививочная рамка, на других рамках могут быть
личинки вы не заметите, и пчелы отстроят маточники. Каждую рамку нужно посмотреть внимательно и вырезать маточники, чтобы потом не вышла матка и не убила ту матку, которую вы оставите из клеточки в этой семье. У меня 2 семьи воспитательницы. Теперь посмотрим семью, где я маточники заключил в клетке. Пойдемте посмотрим. Вот прививочная рамка. Мы уже клеточки поставили, заключили маточники. Неудобно брусочек повернуть. Клеточка. Нельзя, чтобы только пчелка туда попала. И вот я надеваю клеточку. Опустил ровненько. Ну, здесь почти все маточники, личинки приняты, маточники вот. Одна вот только не принята. Возможно, я плохо личинку привил. И опускаем. Вот такая шахта у нас. Там уже пчелы садятся и прогревают. Завтра мы будем делать уже нуклеусы. Закрываем. Ничего сложного нет. Каждый пчеловод может это сделать. Все просто. И у каждого пчеловода будут свои матки запасные. Это просто сделать. Так что, если понравилась вам моя работа, мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Чаще заходите на мои видео, смотрите. До скорой встречи. До свидания.